Здесь такая атмосфера, здесь все просто танцуют на пляже. Что делает Куба с людьми, а? Сандра танцует танцы. Да, друзья, то, что происходит здесь, на Кубе, не передать словами. Очень хорошо, что я когда-то начал снимать. Но это еще не лобстер, это просто морепродукты, то, что ходит в экскурсию. На этот райский вообще остров, на Кубу, сюда обязательно приезжать. Ребятушки, всем доброго кубинского утра. Рад вас всех снова видеть в новом видосике. И сегодня мы с Кубы, с Варадера из отеля Starfish отправляемся с вами в путешествие. У нас будет много разных интересных путешествий. Вот, сегодня будет очень интересно, поэтому устраивайтесь поудобнее, расслабляйтесь, заряжайтесь позитивчиком, эмоциями, красками, картиночками. Приятного вам всем просмотра. За нами приехал автобус, мы загружаемся и едем. Что 10 минуток, и мы уже в порту Марина Варадеро. Это у нас самый край Варадеро, самая дальняя его сторона. Вот так вот, если посмотреть на карте. Вот мы в самый конец приехали. Здесь много яхт, катеров. Я так думаю, что большинство экскурсий всяких отправляются именно отсюда. И у нас с вами будет вот такой вот громаднейший катамаран с огромными парусами. Опа, мы вот так залезаем. Мы с Жанной самый первый, хотя никуда не торопились. Здесь надо босиком разуваться. Давайте сразу же вам покажу. Этот огромный катамаран. Он реально огромный. Здесь такая площадочка полежать. Давайте, пока никого нет, спустимся вниз. Посмотрим, что у нас здесь. У нас все так чистенько, опрятненько. Да, здесь у нас туалет. Можно сходить, если что, руки помыть, почесаться, навести марафет себе. Так, парусник наш уже, фрегата наша заполняется. Давайте сразу расскажу вам, сколько стоит. Такая экскурсия стоит $101 на человека. То есть на меня и на Жанну вдвоем $202. Именно доллары, потому что сейчас на Кубе теперь доллары. В том году были евро, если вы смотрели предыдущие видосы, это уже не актуально. Куков тоже больше нету, есть песо, но не торопитесь менять деньги на песо, потому что они здесь теперь мало где нужны. В основном везде все хотят получить доллары, и это будет даже более выгодно при покупках. Все, отправляемся, и попозже вам покажу, что включено, какие напитки, еда, все, что у нас будет очень интересно. А вы, друзья, не забывайте поддерживать этот видос лайками, дизлайками, если считаете нужным. Пишите ваши комменты, обязательно вопросы задавайте, ну и просто поддерживайте. Спасибо, все что угодно. Вы знаете, что для вас это легкое, простое нажатие кнопочки. Для нас огромная мотивация и помощь продвижения роликов в этом нелегком деле. Сегодня мы в поездке с Жанной вдвоем. Детишки наши дома, не стали в первый раз тащить до 12 часов перелета. Жанна сейчас спрашивает, что такое катамаран. Я говорю, что нам сейчас всем раздадут педали. Мы сядем и будем вращаться. Ну вот, я тебе сейчас рассказываю. На самом деле здесь есть двигатель, все пункты управления. И плюс катамаран заключается в том, что когда выходит он в океан или в море, раскрывает огромные паруса, двигатель можно отключить. Получается экологический транспорт. Ну и плюс, видите, здесь, как у обычного катамарана, две огромных таких платформы, а в середине у нас пусто. И за счет этого его на волнах не качают. И качки будет меньше. И те, у кого морская болезнь, вы сможете здесь про нее забыть на время. Я, естественно, как первый открыватель пошел проверить сеточку, сделать сальтишко здесь как батутик. Жанна боится. Давай, не бойся, иди сюда. Ползи. Ты думаешь, двоих не выдержишь сейчас? Набьется, знаешь, сколько народу? Да не бойся, я уже проверил своим весом. Давай. Давай, давай. Да не бойся, иди, наступай. Там. Ты сейчас знаешь, сколько народу будет? Смотрите, у нас на экскурсии здесь включены напитки безалкогольные и алкогольные, естественно, поскольку мы в Кубе. Гавана Клаб здесь льется рекой всегда. Ну и что-то типа водочки, не знаю, что это такое. Но Гавана Клаб, я думаю, достаточно будет с колой. Все с чем-нибудь, водичка, все это есть. А наш капитан пришел. Это наш капитан будет. Все, мы
поехали. Музыка играет, бар наливается. Нужно еще записаться здесь на лобстеров. Ну и запишемся. 2 лобстера за 15 долларов. Или доллар, или евро, без разницы, поэтому берите доллары. Здесь они одинаковые в цене, но вообще евро не котируют. Ну что, мы уже плывем. Красиво, очень классно. На самом деле вот эта тема катамаране с сеткой реализована. Вообще здорово. Можно сюда лечь и получится, как будто ты прям Париж. Париж летишь. Как будто прям Париж над океаном. Очень классно. Но все боятся почему-то. Видите, как здесь свободно. Жанна решилась пойти. Страшно, больно ногам. Самое главное здесь ничего не уронить, ни камеру, ни телефон в эту сетку, иначе все. До свидули контент. Держу крепко. У меня еще без ремешка. Ну красота. Взяли в баре кока-колы, без рома, 10 утра. Это слишком рано. Для рома люди уже все так заползают сюда на сетку. Ну очень классное ощущение, просто как будто ты Париж. Катамаран это супер. Мы первый раз на катамаране, до этого яхты были только вчера. Я вчера сжег себе шею и лоб. Вот кепку сейчас пойду одену и намотал себе майку, потому что просто болит спина очень сильно. Так что будьте аккуратнее, ходите в маечках, машите с кремами, кепки, все с собой берите, желательно длинные рубашки, если вы сгораете быстро. Солнце тут очень коварное. Очень классное ощущение на этой сетке, прям как будто реально Париж на летнем океане. Очень классно. Да когда ляжешь, вообще просто обалденно, так мягко, просто. Супер. Смотрите, вот оттуда мы уплыли, вот эти видно, там такая темнота идет, то есть там глубокое море. Сейчас мы плывем, тут небольшая глубина, метров, наверное, 5. Иногда такие какие-то белые штуки пролетают, не понимаю, что это такое, но точнее проплывает под нами. Вот смотрите, где мы плывем. Вот мы от Варадера отплыли и плывем вот так вот к островам. Вот так вот. Вот так вот сверху у нас все это Атлантический океан. Вон там у нас Майами. Где-то там Россия. Вот примерно вот так. Вообще я посмотрел по карте, если так плыть, можно на Багамские острова приплыть. Делаю скринчик, вам ставлю сюда. Здесь есть даже пиво. Ну, настоящее все включено на входе. Руссия, очень друзья. Давай. Класс. Мой подруга. Здоровья. Спасибо. Кубинское пиво? Нет, это испанский. Это испанский. Ничего себе. Спасибо. Хорошее, но уйское пиво лучше. Уйское пиво. Кубинское? Кристалл. Кристалл, да, я пробовал. Вкусное. По-моему, на айсбург. В отеле есть. Знаете куда? Майами. Майами уходишь? Наверное. Нет, знаете, вот в Майами есть такое пиво на половье, как наш, но называют пальма. Пальма. Ну, это как пальма, королевская пальма. На Кубе делают, и куда? Нет, это на их свое. Но копия. Ну, это среди, наверное, куисов. Это, скорее всего, наверное, популярно. Как вы рады российским туристам? Да? Нет? Не, у вас очень хорошо. Мы первый раз на Кубе. Нам очень понравилось. Супер, спасибо. Будет еще лучше. У вас молодцы, очень хороший сервис. И все персонал прям добрые, прям приходят, рады помочь. Спасибо. Для этого мы здесь. Подплываем к островам. Паруса мы так и не открыли. Идем на моторе. Ну, неплохо идем. Видимо, здесь топливо не жалеют. На сайте хотел обратить такое внимание. Некоторые люди сели и стали возмущаться. Сказали, что нам сказали, ну, то есть им, когда будет яхта, то яхта будет заполнена наполовину. Ну, яхта была как бы, ну вот заполнена, но сейчас
практически полностью. Ну, на самом деле, сидишь спокойно, мы вдвоем сидели, хотя мест на 4. И что сделали кубинцы? Не стали ругаться, просто взяли вторую яхту и пересадили часть людей, говорит, кто хотите, садитесь. Представляете, вообще молодцы. Вот, видите, какие-то белые такие штучки, плиты, может, какие-то. Или это водоросли, а там нет водорослей, наверное, вот так. Ну, очень красиво. И на самом деле $100 с человека, ну, на самом деле не очень дорого для Кубы. Ну, конечно, дороговато, кажется, но нормально. Когда уже приезжаешь на Кубу, мне кажется, уже не стоит экономить на экскурсиях. Вот, вариантов нету, альтернатив особо нету. Поэтому приходится брать, что есть. Ну, блин, ничуть не жалеем, очень классно. Впереди еще, кстати, будет много всего интересного, так что смотрите. Здесь прямо под музыку, пританцовывая, моют полы. Смотрите, как все весело было. Опа! Вот это красота. Веселый народ очень. Ну что, мы уже подплываем. Здесь прям в океане, в открытом. Вот такая платформа. Сейчас я вам покажу, что там. Для ориентира это вот здесь мы находимся. Так, ну что, мы выгружаемся и попадаем с вами. Блин, из меня еще тот интриган. Я же вам уже говорил, что мы будем здесь на дельфинов смотреть, плавать. Вот, смотрите, дельфинчики. Окей, доброе утро. Да, сейчас можно программе, хорошо? Смотрите, как тут все реализовано. Спускаешься, здесь такая платформа. Вот так вот, и прямо с дельфинами. Ой, смотрите, какой красавчик. Такой гладенький. Он пластиковый, хороший. Пластиковый. Ой! Животом класс. Класс вообще. Так прикольно. Вань, поцелуй с дельфином. Так прикольно. Ой, как классно. Ой, какая ты жесткая. Я хоть первого не сказала. Да? Ну это очень классно. Дельфин такой прям добрый, такой ласковый, такой любвеобильный. Кстати, вот они кормят его рыбы, видели, я там снимал внизу, там столько рыбы плавает, маленькие, большие, цветные, какие хочешь. А блин, имеют дурачки. Здесь, смотрите, чтобы вы понимали, здесь не закрытое пространство, здесь такие блоки стоят. И через эти блоки так повсюду циркулирует морская вода. То есть у них как получается так. Ну, конечно, ограниченное пространство, иначе они уплывут сразу, но они как в натуральной океанической воде плавают. Здесь, смотрите, можно за дополнительную сумму покататься на дельфинах. Ничего себе! Так, я решил тоже покататься с дельфинчиками. Всегда мечтал. Окей, хорошо. Окей, плавать туда. И заплыви. И руки вот так, да. Ноги вместе. Сожми ноги. Ноги сожми. Да выпрями. Не отбивай.
Пока-пока. Ты такой хороший, ты такой пригожий, ты такой хороший. Слушай, это нереально круто, это вообще просто безумно. Кстати, сколько стоит? Я говорю, сколько стоит? Ну, сколько дашь? 10? Давай 10, говорю, и все. Эй, красавчик, пока-пока. Мой хороший, такие они классные, такие добрые. Молодец ты мой. Вообще супер. Пока! Такие улыбающиеся вечно, как я. Можно еще просто поплавать с дельфинчиками взять. Вот. Ну класс. Давайте скажем этим дельфинчикам пока-пока-пока. Вот он. Кричит нам. И отправляемся дальше. Ну очень классно. Мега эмоции. Просто мега позитивчик. Я прям рекомендую. Будете на Кубе, берите эту экскурсию. $101 она стоит. Потом напишу, как называется. Скринчик у меня есть. Я вырежу, вставлю. Эта атмосфера на катамаране просто мега позитивная. Тут все просто дружат, все общаются. Очень классно. Сейчас сбросим якорь. Здесь нам дают маски, трубки. Трубки, кстати, новые, потом их с собой забираешь. И вперед! Подводный мир здесь, конечно, скучноват. Не Египет, не Мальдивы. Плывем дальше. 3 минуты хода, и мы приплыли к такому райскому острову. Смотрите, как там красиво. Что, мы причалили к этому райскому острову. Смотрите, какая там красота. Все, выгружаемся. Я одел рубашку, потому что все сгорает. Шея моя сгорает. Руки уже прям жжет, хотя на солнце уже не так много находимся, туда-сюда все равно подгораешь. Смотрите, какой там красивый просто океан. Безумная красота. Хочется прямо сказать, что это райский остров. Обычно все экскурсии называются райский остров. Но здесь так не называется, но я его так назову. Песок такой белый, глаза прям режет. Это просто какой-то рай, друзья, самый настоящий. Мы заказали сейчас лобстеров, и они не поняли, как зовут жабу. Написали ее Сандра, то есть она сегодня Сандра. Смотрите, здесь крабовая тусовка, точнее это раки-отшельники, по-моему, да, такие с панцирем, смотрите, ходят, гуляют тут по всему пляжу. Музыканты здесь нас встречают. Ола! Привет, привет! Ола! Класс! Смотрите, чайки летают, ну красота вообще, просто потряс, друзья. Это не экскурсия, это рай какой-то. Других слов мне нет, простите. Смотрите, кто у нас тут сидит. Большая игуана. Сидит такая невозмутимая. Здесь же есть барчик, тоже все включено. Ром, пиво, все что хочешь. Так, вот нам подъехала вкусняшка. Морепродукты, это креветка и кальмар. И лобстер. Вот такой вот. Мяса тут очень много. Так, в общем, мы с Жанной заказали лобстера. Но это еще не лобстер, это просто морепродукты, то, что входит в экскурсию. Поэтому, если вы едете, вам предлагают курицу или морепродукты, берите морепродукты. Это очень аппетитно. Соусочек такой подается. Драники, мои любимые, кальмары, креветочка. И мини, я бы сказал, мини огромный лобстер. Потом посмотрим, что еще принесут. Всем приятного аппетита. И тарелочка риса на всех.
И вся эта вкуснятина под кубинскую музыку живую. Птицы здесь, ну красота вообще. Здесь столько мяса, и это очень вкусно, прям действительно обалденно сделано. Спасибо. И вот то, что мы заказали. Лобстера отдельно за $15. Смотрите, здесь два таких же лобстера гигантских. Ну, я считаю, что для московских цен это совсем недорого. Так что если здесь есть, то есть конкретно. Пока люди снимают, птицы употребляют вкусняшки. Вот такие вот здесь кубинско-русские песни. Кубинские песни и русские танцы. Атмосфера просто огонь, просто супер вообще. Друзья, хотите позитив? На Кубу. Мега энергичная атмосфера. Напишите, как передается атмосфера, нет? Просто это вообще здесь не аж скулы болят от улыбок, здесь просто расплываешься в улыбке. От красоты, от вкуснятины, от музыки, от кубинской живой. Вообще рай. Так, и ящерица вышла на охоту, и я за ней тоже на охоту. За красивым контентом. Ну стой, друг, ну можно тебя снять, ну пожалуйста, ну не беги, я тоже не буду, давай, договоримся, я тебя поближе сниму, не бойся, на. Куда же ты, друг? Кстати, если ящерица долбанет хвостом, будет очень больно, так что будьте аккуратнее. Вот одного дружка мы искали, вот он дружок, которого мы искали, ест кокосы. Его поближе надо было кидать. Жанна ему кинул креветку, и он уполз. Обор-добор. На. Ой, выходи, дружок, выходи, на. Выходи, я тебя выйму. На, хлеб лучше, чем кокос. На, не бойся, я не кусаюсь. Нифига, он здоровый. Бобер. Хлеб лучше, чем креветка. Что после этой вкуснятины самое время отправиться покупаться на этом райском острове. Глазам просто смотреть больно. Ну сейчас водоросли чуть намело, но это не страшно, это природа, это все естественно. Но цвет такой, что прям глазам больно. То пойдем в эту водичку. О, вода теплая, вообще сказка. Такой цвет здесь, естественно, от песка, от этого. Но оттуда казался красивее, и оттуда кажется красивее, да? Здесь такой просто белес. Жанну сегодня зовут Сандра, и она дает нам жару кубинского. Что делает Куба с людьми, а? Все, танцы до утра. Сандра танцует танцы. Блин, какая красота, пальмочки, вот это все. О, вода теплая, 30 с лишним точно. Класс. Передается, нет, друзья? Пишите обязательно, жмите паузу и передавайте свои эмоции на это видео. Ну, конечно, очень атмосферно, прям вообще рекомендую. Если бы не закрытие границ с Турцией, мы бы, наверное, сюда не попали, не рискнули бы вот эти 12 часов лететь. Но вообще ничуть не жалеем. 12 часов дались просто как в Турцию долететь. Обязательно надо сюда приехать. А по деньгам, на самом деле, ну вы просто сюда озвучили, 165 тысяч было. Мы дали 195, потому что протянули. А вот на момент, сейчас, когда мы здесь находимся, 161 тысячу можно улететь на 10 ночей на двоих взрослых. Все включено с перелетом, совсем. Только экскурсия, дополнительная плата. Все, друзья, я вас оставляю на берегу. Сейчас сам поныряю. И скоро нас уже катамаран. А где он? Уже уехал. Что-то мы протянули, как и с покупкой билета. А вот здесь у берега прям вообще кипяток. Просто огонь, вода.
Дальше у нас бегают крабики. Раки, отшельники, крабики. Так, ну давайте на всякий случай поясню, что все, что здесь в баре, все бесплатно, ни цен, ничего нет, все входит в стоимость экскурсии. Я так понимаю, все, кто приезжает на этот остров, по-другому сюда попасть не могут, все от экскурсий. Поэтому подходите, просто берете, ничего показывать, что говорите, надо все, что хотите, пиво, кола, фанту, спрайт, кофе, чай, все есть. Но в основном здесь пьют Куба Либре. Атмосфера огонь. Здесь такая атмосфера, здесь все просто танцуют на пляже, все туристы. Куба Либре делает свое дело, танцевали. Все идут и все пританцовывают, то есть настолько заряжательная атмосфера. Здесь огромное желание просто не выключать камеру. Открою вам секрет. Практически все 100% контента, которые я снимаю, попадают на YouTube. Так что практически ничего не вырезаю, вот практически ничего. До свидания! До свидания! Пока! Чао-чао! Чао-чао! Да, друзья, то, что происходит здесь, на Кубе, не передать словами. Очень хорошо, что я когда-то начал снимать все эти видео. Я очень рекомендую вам всем отправляться сюда. Здесь просто безумно классно, безумно красиво. Жанночка, конечно же, вам оформит тур. Если захотите, подберет отель. Ну, вы уже все знаете прекрасно. Поэтому не только Турция, Куба, Мальдивы, все что угодно. Пишите ей в WhatsApp сразу. Вот в Инстаграме есть ссылка на... Под видео есть ссылка на Инстаграм. В Инстаграме на ее... В этот... WhatsApp. Вот. И в WhatsApp ей пишите. И они с девчонками своей команды вам все оформят. Но если хотите просто просчитать там наш отель, любой другой, под видео 3 ссылки. Заходите, вашу дату вбиваете, количество человек, город вылета и все. И просчитывают. Ну, за оформлением Джанульки. На этот райский вообще остров, на Кубу, сюда обязательно надо приезжать. Очень много нюансов по отелям. Есть пятерки, которые громкие, нашумевшие, но по сервису и по питанию хуже, чем трешка. Да, поэтому все нужно знать. Наш корабль уже нас зовет. Здесь красиво. Очень красиво. В общем, мы пришли. Это не наш катамаран. Наш, походу, уже ушел. И нас вот таких вот не так много, а остальные все куда-то уже уплыли. Накубились мы. Никуда не уедем. Ну, я рад бы здесь остаться. Даже переночевать. Так, все в порядке, наши капитаны пришли. Наш катамаран подплывает. В общем, это опять не наш. Нас сюда не пускают, вон наши стоят. Да, друзья, думаю, на этом закончим наш видосик. Сейчас мы поплывем обратно. Если что-то интересное будет, я, конечно же, перед этим ставлю. Спасибо всем, кто провел этот кубинский день с нами. Как всегда, не замечайте на отдыхе никаких мелочей. Заряжайтесь солнцем, морем, океаном. Всем этим позитивом, вкусняшками, напитками. Огромной вам всем удачи и пока. Едем, я говорю, жалко, паруса не открываются, выключить мотор, была тишина, и под парусами пойти. И вот она, друзья, всей лодкой мы поднимаем паруса. Раз, четыре. Это как минимум минус $50, брат. А теперь девчонки тянут другой парус. Давай, давай, давай. Танцы здесь на Кубе всегда, идем и ночью.
Мне нечего. Девушка, как привели время? Специальный вы, как привели время?